Какое действие оказывают финики при употреблении натощак? Кому категорически запрещено употреблять с виду полезные финики? Какие есть методы применения в выздоровлении с использованием фиников? Ответы узнаете в сегодняшнем выпуске. Финики – это плоды финиковой пальмы, которая произрастает в тропиках. Они имеют косточку внутри. Родиной этого растения считается Средний Восток. В рационе арабов финики были одним из основных продуктов. Считалось, что они содержат все необходимые для человека вещества, и питаясь только ими и водой, можно прожить несколько лет. Финики полезно употреблять натощак. В них содержится порядка 281 килокалории на 100 граммов продукта и много сахара, который нужен организму с утра для пробуждения головного мозга. Причем не только в плане интеллектуальной деятельности, но и для координации движений, подачи телу команд о выработке гормонов и энергии для физической активности. Финики, как и кисломолочные продукты, содержат в своем составе вещества, нормализующие микрофлору кишечника. В них есть перевариваемая и нерастворимая клетчатка. Последняя деликатно действует как слабительная, быстро и эффективно выводит из организма токсины и шлаки. Финики очень питательные, быстро утоляют голод и насыщают организм полезными соединениями. Ими рекомендуется перекусывать в длительной дороге или в течение тяжелого дня для восполнения сил и улучшения мозговой активности. Польза и применение фиников в выздоровлении. Перед тем, как перейдем к применению фиников в выздоровлении, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. При камнях в почках. Для лечения образования камней в почках используются измельченные косточки фиников. Готовится отвар из косточек фиников в определенной последовательности. Сначала косточки 6 фиников нужно измельчить в порошок, после залить пол-литром очищенной воды, поместить емкость на медленный огонь. Спустя 10-минутного кипячения состав надо снять с огня, остудить, затем процедить через марлю. Готовое средство необходимо употреблять на голодный желудок за полчаса до еды трижды в день. После расхода приготовленной дозировки необходимо приготовить следующую, и использовать можно только свежий отвар. Как правило, хватает пары недель ежедневного приема для того, чтобы камни начали выходить. От изжоги. Финики полезны при изжоге благодаря содержащейся в них глютаминовой кислоте. Эта кислота эффективно выводит желудочную кислоту, которая становится причиной изжоги. Достаточно на протяжении 3 дней съедать с утра 3 финика, и изжога прекратится. От холестерина. Употребление в сутки до 100 граммов фиников способствует снижению уровня содержания холестерина в крови. В результате происходит очищение сосудов, в них устраняются условия для возникновения атеросклеротических бляшек. От запора. Необходимо промыть под проточной водой 10 фиников, очистить их от косточек, измельчить до состояния пасты. Полученную массу соединить с 1 столовой ложкой натурального мягкого сливочного масла и таким же объемом перемолотого до состояния порошка черного перца. Перемешать смесь до образования однородного состава. Готовое средство нужно принимать после утреннего пробуждения на голодный желудок. Это позволяет активизировать пищеварительный процесс. При простуде, сухом кашле, хрипе в горле. Подготовьте до 10 плодов фиников, тщательно промойте их под проточной водой, просушите. Поместите в отдельную емкость, залейте пол-литром дистиллированной воды, поставьте на медленный огонь. Необходимо варить сырье в течение часа, после снять с огня и процедить. Готовый отвар принимают в горячем виде. По такому же принципу можно сварить несколько плодов в 1 стакане свежего коровьего молока. При анемии. Возьмите 10 свежих фиников, поместите их в стерилизованную банку с маслом гхи, примерно 1 литр. Добавьте чайную ложку имбиря, 1/8 часть чайной ложки кардамона и щепотку шафрана. Емкость с составом накройте крышкой и отправьте настаиваться в закрытое теплое место на неделю. По истечении этого срока нужно съедать по 1 финику рано утром. Это средство эффективно помогает при анемии, синдроме хронической усталости и утренних недомоганиях в период беременности. При расстройстве желудка. Для приготовления лечебного средства нужно подготовить 5 фиников, промыть их под проточной водой и просушить. Залить плоды 1 стаканом дистиллированной воды, поместить емкость с сырьем на медленный огонь, довести до кипения и проварить 15 минут. После снять емкость с огня, остудить отвар, убрать косточки из плодов, перетереть мякоть и добавить небольшое количество сахара. С полученной смесью нужно смешать 1 стакан вареного белого риса и употреблять готовую смесь в качестве десерта. Такое средство достаточно принимать 1 раз в день. Оно поможет справиться с расстройством желудочно-кишечного тракта и нормализовать пищеварительные процессы. При интоксикации.
Замочить на сутки финики в воде, после выпить образовавшийся настой. Принцип действия такой настойки построен на восстановлении в организме человека утраченных по причине употребления алкоголя полезных элементов. В частности, это относится к калию. Для того, чтобы восстановить нарушенный водно-солевой баланс, требуется до 5 плодов. Для оздоровления поджелудочной. Для качественной очистки поджелудочной железы рекомендуется на протяжении 2 недель натощак по утрам есть финики. Перед употреблением их нужно промыть и уложить на посуду из фарфора. За это время поджелудочная хорошо очищается и обеспечивается качественная профилактика ее последующего загрязнения. Общеукрепляющие средства. Подготовить в равных пропорциях следующие ингредиенты: финики, корень имбиря, корица, черный мирабалан. Помимо этого нужно взять небольшое количество верблюжьего сена. Все компоненты тщательно измельчить до состояния порошка, после добавить к полученному составу небольшое количество натурального меда и хорошо перемешать состав. Поместить емкость с полученным сырьем на медленный огонь, залить кокосовым молоком так, чтобы оно полностью покрыло смесь. Нужно проварить состав в течение 10-12 минут, готовое средство употребляют как обычное варенье. Вред и противопоказания. Несмотря на питательность, богатый состав полезных веществ, есть финики можно не всем. Нужно исключить их из рациона диабетикам, поскольку у фруктов высокий гликемический индекс, что может вызвать резкое увеличение уровня сахара в крови. Также нельзя есть финики при непереносимости фруктозы и при серьезных аллергических заболеваниях, чтобы не спровоцировать приступ. При непереносимости фруктозы организм не может ее переваривать, поэтому после употребления фиников возможны вздутие и боли в животе. Сладкие фрукты могут вызывать кариес, поэтому рекомендуется запивать финики жидкостью или полоскать ротовую полость. На финики также может возникать аллергия, хотя явление это считается довольно редким. В группе риска те люди, у которых аллергическая реакция развивается на гистамин, присутствующий в ряде сухофруктов и кисломолочных продуктов. Если нет противопоказаний, то финики вполне можно есть каждый день. Оптимальное количество зависит от общего рациона и калорийности, возраста, веса и особенностей метаболизма каждого человека. Лучше покупать финики в упаковке, а не на развес. Так можно проверить срок годности и наверняка выбрать качественный товар. Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде фиников. В видео также можете узнать о способах применения фиников при различных заболеваниях, о том, как выбрать финики без химической обработки и о том, как включить финики в свой рацион. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. В отличие от арабских стран, в России не так популярны финики. А зря, ведь это уникальный продукт, сочетающий в себе пользу витаминов и минералов. В южных странах финики являются основной пищей для многих жителей. Существует более 100 рецептов различных блюд с этим сухофруктом. Состав. Врачи и ученые не отрицают пользу фиников, ведь их богатый химический состав действительно полезен для организма человека. Это продукт, содержащий полезные сложные углеводы, необходимые для образования энергии. В финиках много незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов, что отличает их от других растений. Полезные свойства фиников для организма. Для организма человека этот сухофрукт очень полезен. Он улучшает иммунитет и пищеварение, запускает обмен веществ и работу внутренних органов. Для повышения защитных сил лучше съедать финики осенью и зимой, когда организм остро нуждается в витаминах и повышается риск заражения простудными заболеваниями. Финики для здоровья кишечника. Финики – это источник клетчатки, которая нормализует работу кишечника, стимулирует перистальтику и очищает его на всем протяжении. Они предотвращают запоры и профилактируют развитие злокачественных опухолей кишечника, а также развитие геморроя. Регулярное употребление этого продукта восстанавливает микрофлору кишечника и устраняет симптомы дисбактериоза в виде вздутия живота и диареи. Противовоспалительный эффект фиников. Ежедневный прием фиников в своем рационе снижает воспалительные реакции в суставах, что уменьшает болевые ощущения и улучшает их подвижность. Такие свойства сухофрукту придает магний. Он снижает количество медиаторов воспаления в крови, что улучшает самочувствие больного. Финики также уменьшают воспаление в стенках сосудов, делая их более прочными. Здоровье костей и зубов. В финиках содержится много кальция и фосфора, необходимых для роста костей, а также их прочности. Фтор и цинк улучшают состояние эмали зубов и укрепляют десна. Еще финики являются незаменимым продуктом для профилактики остеопороза. Снижение артериального давления. Сухофрукт расширяет сосуды, что способствует снижению сопротивления кровотоку и уменьшению артериального давления. Нормализует работу сердца, входящий в состав фиников магний и калий. Они регулируют его сокращение и правильный ритм. Снижается риск инсульта. Финики улучшают кровообращение и предотвращают образование тромбов. Такой эффект обеспечивает магний. Благодаря этому регулярно
регулярный прием продукта снижает риск развития инсульта. Красивая и упругая кожа. В финиках содержатся антиоксиданты. Это вещества, которые защищают клетки от преждевременного старения и омолаживают организм. Также в сухофрукте много витаминов группы В, С и А. Они улучшают состояние кожи, делая ее более гладкой и упругой. Здоровая беременность и роды. Финики нормализуют гормональный фон женщины и улучшают течение беременности и родов. В момент рождения ребенка сухофрукт обеспечивает достаточный тонус матки и сильные ее сокращения, что облегчает роды. Профилактика анемии. В финиках содержится железо, поэтому они могут применяться в лечении и профилактике развития железодефицитной анемии. Здоровье мозга. Для нормальной работы центральной и периферической нервной системы необходимы витамины группы В. Данные витамины содержатся в финиках, поэтому этот продукт улучшает работу мозга и память. Помощь при аллергии. Ученые доказали, что входящая в состав фиников сера способна уменьшать аллергическую реакцию и снизить проявление сезонного аллергического ринита. Это натуральное средство против аллергии. Улучшение половой функции. Данный сухофрукт повышает либидо и улучшает репродуктивную функцию у мужчин и женщин. В борьбе с бесплодием помогает настой фиников с молоком, медом и кардамоном. Они богаты флавоноидами, которые являются натуральными афродизиаками. Применение фиников при различных заболеваниях. При нарушении пищеварения. Если проблемы с пищеварением проявляются вздутием живота и запорами, то финики помогут справиться с этой деликатной проблемой. Они обладают мягким послабляющим действием и способствуют регулярному опорожнению кишечника. Сухофрукт выводит из организма токсины и очищает его. Также финики уменьшают воспаление в органах желудочно-кишечного тракта. Гастрит и язва желудка. При воспалении желудка разрешается съедать финики, так как они уменьшают симптомы и способствуют заживлению слизистой оболочки органа. Воспаление поджелудочной железы. В острый период панкреатита рекомендован голод. После стихания остроты процесса можно употреблять финики. Лучше их съедать за 30 минут до еды, по 3-4 штуки. Финики полезны при воспалении поджелудочной, так как уменьшают симптомы и способствуют быстрому выздоровлению. Запор. Высокое содержание клетчатки в финиках помогает справиться с запорами. При ежедневном употреблении продукта стул станет регулярным, а процесс дефекации безболезненным. При кашле. Противовоспалительный эффект фиников помогает также в лечении бронхитов и простудных заболеваний. Также они улучшают иммунитет и повышают устойчивость организма к вирусам и бактериям. Финики способствуют отхождению мокроты и облегчают кашель. При диабете и ожирении. Сахарный диабет проявляется повышенным уровнем глюкозы в крови. При данном заболевании важно соблюдать диету, чтобы не навредить организму. Нельзя употреблять продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе сладости. Поэтому финики для людей с сахарным диабетом – настоящее спасение. Это сладкий продукт и при этом очень полезный. Не стоит злоупотреблять финиками. 1-2 штуки в день будет достаточно. В пожилом возрасте и в случае тяжелых осложнений заболевания следует проконсультироваться с врачом и ограничить употребление сухофрукта. Несмотря на высокую калорийность, финики можно употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. Это отличный перекус и источник энергии. Финики подавляют голод и дают ощущение сытости надолго. Они нормализуют стул и микрофлору кишечника. Входящая в состав сухофрукта клетчатка очищает организм. Их можно добавлять в кашу или салаты. При гепатите. При воспалении печени финики очень полезны. Они способствуют ее очищению и быстрому восстановлению, а также облегчают работу поврежденного органа. При подагре. При данном заболевании происходит отложение солей мочевой кислоты в суставах и мягких тканях. При подагре следует соблюдать строгую диету, чтобы не ухудшить течение болезни. Финики разрешены при данной патологии. Они обладают мочегонным эффектом и способствуют выведению солей. Это уменьшает симптомы заболевания и облегчает самочувствие. При холецистите. При данном заболевании финики очень актуальны. Они уменьшают воспаление слизистой оболочки желчного пузыря и облегчают течение заболевания. Еще финики устраняют боли в животе, спазмы и метеоризм. Профилактика глистов и паразитов. Некоторые диетологи рекомендуют соблюдать периодические разгрузочные дни с финиками. Этот продукт обладает противомикробным эффектом и вызывает гибель паразитов. Поэтому его можно употреблять для профилактики появления гельминтов. Для укрепления суставов и связок. В финиках содержатся кальций, цинк и магний, которые укрепляют не только кости, но и связочный аппарат суставов. Эти компоненты улучшают подвижность сустава и его выносливость, а также уменьшают боль при физической нагрузке. Вред фиников. Кому нельзя есть финики?
Это полезный продукт для здоровья организма. Он богат витаминами, минералами, различными макро- и микроэлементами. Финики улучшают работу внутренних органов, дают энергию и заряд сил, а также являются полезным перекусом у худеющих и людей с сахарным диабетом. Однако бывают ситуации, при которых следует ограничить прием фиников. Эти сухофрукты очень калорийны, поэтому людям с низкой двигательной активностью или склонностью к полноте они могут прибавить лишних килограмм. Всю полученную энергию от фиников необходимо расходовать, в противном случае она будет откладываться в жир и вредить организму. Такой продукт, конечно, полезнее, чем пирожные или конфеты, но из-за высокого содержания сахара способен вызывать кариес. Поэтому важно после употребления фиников полоскать рот водой или чистить зубы. Положительное влияние клетчатки на пищеварение трудно недооценить. Однако при злоупотреблении продуктом может возникнуть диарея и боли в животе. Поэтому следует кушать финики в ограниченном количестве. Если есть аллергическая реакция на финики или содержащуюся в них фруктозу, то лучше отказаться от их употребления. В финиках много глюкозы, поэтому ее нельзя переедать при сахарном диабете. Стоит отметить, что практически весь вред данного продукта возникает из-за его чрезмерного употребления. При соблюдении необходимого количества продукта негативное влияние минимально. Сам по себе это натуральный безобидный фрукт. Как выбрать финики без химической обработки? При покупке фиников обязательно поинтересуйтесь, из какой страны данный продукт. Лучший вариант, где находятся самые качественные плоды, это места, где они выросли, то есть Алжир, Иран или Египет. Обратите внимание на место их хранения. Они должны находиться в картонных коробках и сложены аккуратно. Визуально оцените внешний вид фиников. Их цвет у зрелых плодов должен быть темный. Если они слишком светлые, значит плод еще не дозрел. Наоборот, если финики слишком сухие или сморщенные, значит плод перезрел или был подвергнут обработке. Желательно не покупайте такие сухофрукты. По возможности покупайте финики с косточкой. Как включить финики в свой рацион? Мы уже упоминали, что это достаточно калорийный продукт и всю полученную энергию необходимо расходовать в течение дня. Поэтому финики нужно кушать с утра на завтрак. Если употреблять их перед сном, то это прибавит лишних килограмм. Существует множество рецептов с финиками. Вы можете добавлять их в каши, различные десерты или салаты, и даже выпечку. Они хорошо сочетаются с другими овощами и фруктами. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.